Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я, честно скажу, не думала сначала сегодня снимать влог, но мне почему-то в моменте вот так захотелось, поэтому решила начать его снимать. Я не знаю, сниму я это все одним кадром или, может быть, буду как-то частями. Я хочу показать раскраску Spir Relax. Я сейчас раскрашиваю 14 страничку такой вот ручкой Inkjoy. Они мне очень нравятся, особенно раньше я постоянно ими пользовалась. А до этого я вот 13 страницу раскрасила и забыла ее показать в результатах за январь. Ну, показываю сейчас уже, чтобы, знаете, не переносить на следующий месяц, не держать это в голове, ничего там не это самое. Ну, вот такая вот иллюстрация. Это тоже ручка Inkjoy другого цвета. И я, когда ей раскрашивала, думала, знаете, у нее не только у этих ручек, а вообще у всех ручек такого цвета, и даже у карандашей есть особенность расплываться и со временем на другую сторону переходить. Но вот, пожалуй, эта ручка впервые, где себя повела хорошо. Потому что, кстати, с другими цветами никаких проблем нет. Ну, я рада, значит, буду здесь ей пользоваться. Ну, я, правда, раскрасила сколько? Я вот, кстати, 2 страницы раскрасила. И здесь уже больше время прошло. Тут вот перешло на другую сторону, но односторонние, в общем-то, иллюстрации. И, как видите, тут ничего не расползлось. Ну, значит, бумага вполне достойная. Ну, эта раскраска у меня, почему ее забыла показать, она просто лежит на кухне. Я мимо нее проходила, думаю, надо не забыть. Ну, в общем, в итоге я забыла. Короче, отнесу ее на кухню, там и буду. Сейчас я думала, что бы мне такое пораскрашивать, но взяла «Северная красота» раскраска. Первое, что мне попалось, понравилось, я просто давно как-то узоры не раскрашивала, ну или мало раскрашиваю. Мне попалась вот эта иллюстрация, но это что-то по типу адвент-календаря, я уж лучше оставлю это на следующий год, наверное. Слушайте, а может быть, я сейчас подумаю, может быть и не на следующий год. В принципе-то здесь всего лишь 12 квадратиков. Так может быть, я буду каждый месяц здесь раскрашивать по одному квадратику. Это будет такой годовой адвент. Кстати, да, очень может быть, что я так и сделаю. Тем более, что сегодня я снимаю, это 31 января, и будет актуально раскрасить вот этот квадратик и так вот идти по порядку. Мне кажется, это дело. А уже потом скачаю себе какой-нибудь, найду ближе к делу, там на 24, да, квадратик какой-нибудь календарь. А вообще я сделала себе закладку на этот узор. Что-то похожее я здесь уже раскрашивала. Мне вообще эта раскраска нравится. Она классная. Не часто я берусь за нее, но знаете, потому что как бы вроде нравится, но хочется прям такой настрой поймать, чтобы прям было все хорошо. Ну и в итоге я, собственно, и рада, как здесь все получается. В принципе, никаких тут испорченных иллюстраций вроде бы нет. Все вполне себе достойно. Вот мне очень вот это вот нравится иллюстрация, так типа а-ля под дерево. Ну, как-то так. Есть у меня небольшой, прям малюсенький заказик, который я сегодня сделала в Читай-городе. Не знаю, в этом влоге покажу, в следующем. Тоже вот как оно пойдет, так и пойдет. Достала, спустя, наверное, уже больше года не пользовалась, достала вот эти брашпены. Я, честно, думала, что они все засохли, ничего подобного, нормально. Хотя я от них не в восторге в целом, но раскрашиваю. И потом здесь вот, на этой бумаге, но все равно
протекают, конечно. Хотя я не нажимаю, я очень аккуратно. Ну, поэтому они у меня особо и не используются. Дело в том, что там вот, где действительно узоры, получается, что ну, протекают вот так вот. А в принципе ими хорошо раскрашивать, потому что ну, маленькие элементы, и не видно, что они полосят. А вот там, где односторонние бывают иллюстрации и все такое, где, казалось бы, неважно, протечет или нет, там элементы больше, и видно, что полосит, получается неаккуратно, и мне не нравится. Не знаю, с одной стороны, я немножко пожалела, конечно, то, что начала. Хотя, с другой стороны, здесь-то я тоже вряд ли буду карандашами. Хотя я уже, вы знаете, стараюсь все карандашами или акварелью. Но в целом здесь можно тоже что-нибудь фломастерами, вот теми же брашпенами пораскрашивать. И я за январь вот раскрасила, это уже карандаши. Сама снежинка это Берлинга Металлик. Вот. А тут просто карандаш. Сейчас скажу, какой конкретно. Это Кохенур. Вот. Кохенуровский. Села пораскрашивать по номерам. Вот это вот Новый год, который очень она мне нравится. Несмотря на то, что по номерам я сейчас как-то меньше крашу, а может быть в этом месяце буду больше, не знаю. Ну, мне ближе сейчас карандаши и акварели, особенно карандаши. Но вот эту серию обожаю, а Новый год, ну, просто сейчас в тему. Несмотря на то, что как бы праздники прошли, но здесь еще и зимняя тематика. Приступила к раскрашиванию вот еще одной иллюстрации. Вспомнила я, что у меня есть канцелярские пустышки, плюс я пока раскрашивала маркерами, поняла, что некоторые засохли, поэтому давайте покажу в этом видео. Заодно покажу вот прищепки для белья деревянные, но это я их использовала не для белья и не все, а делала игрушки на елку в виде свечек. Ну, в общем, честно говоря, довольно низкое качество. Стоили за 20 штук менее 100 рублей в Ашане. Ну, весьма слабые, то есть вот туда-сюда виляют. Но в целом, сейчас покажу вам. Ну, вы, наверное, уже видели, вон на елке у меня. Нормально держится все, и я дарила, и в Питер тоже отвезла, так что в принципе все нормально, но качество такое себе. Далее я тут разбиралась, были у меня в металлическом пенале цветные карандаши, 12 штук Kids Fantasy из Fix Price, когда-то по 77 рублей покупала, они трехгранные. Я покупала два набора, и один у меня здесь, один в Питере. Ну вот это просто бумажка мешается, поэтому выкинула. Мне эти карандаши нравятся. В Питере я ими частенько пользуюсь, здесь, конечно, крайне редко, потому как и других полно, но карандаши, в общем, действительно вполне себе достойные. Не вау, но и явно неплохие, нормальные. Выбрасываю упаковку из-под гелевых ручек белых из Fix Price, всем известных, 4 штуки. Мне они очень понравились. Я жалею, правда, что купила только одну упаковку, но с другой стороны, все эти ручки, как говорится, с белилами, да, белые, пастельные и так далее, они имеют свойство довольно быстро засыхать, заедать. Поэтому, может быть, и я правильно сделала, но проблема в том, что их сейчас нет. Раньше мне нравились белые ручки Краун, но они сейчас вообще даже с люрексом, они все равно все попортились. То есть они не такого качества, как раньше, а уж особенно белые, вот эти голубые, к сожалению.
с ними одно мучение, а вот эти из Fix Price я купила, и мне очень понравились. Правда, первая ручка, которую я вытащила из упаковки, она вообще была потрясающая. Когда у меня закончилась, я достала вторую, и там что-то с пишущим узлом были проблемы. Я закончившейся сняла, вот, и на новую. И тогда все нормально стало. Вот. Ну, у меня сейчас 1,5 ручки осталось. Обидно, что в Fix Price они исчезли, потому что у них всегда так, как что-то хорошее, так исчезает. И вот эти ручки, и карандаши Мэджики исчезли, и что у них там еще-то было. И вот эти вот металлики, маркеры первые были лучшие, сейчас уже, к сожалению, не то качество. Тут где-то у меня еще старая версия. Поэтому да, как-то так. Ну, будем надеяться, что появится. Так, по проекту Project Pen у меня, ну, закончить по максимуму, засохли такие блестки. В целом они нормальные, если их прямо хорошенько разносить на фон, что я, собственно, и сделала. То, что не засохло. Ну, а вот эти вот уже подсохли, к сожалению. Вот, можно слышать. Поэтому выбрасываю. Но самое лучшее это, конечно, луч. Как-то я покупала себе маркер Silverhoff, наверное, в Лабиринте. Вот такой вот. Ну, к сожалению, он не прослужил долго, и хватило его на там буквально небольшое пространство. Короче, качество плохое, не советую. Такой закос под Sharpie. Ну, тут дело не в закосе, потому что Sharpie, вон они у меня тоже стоят. Но смысл в том, что они вот совсем плохое качество. Шарпики хоть как-то служат, а вот тут никак. Дальше. Ну, парочку шариковых ручек выкидываю. Потом, сейчас, как он называется? Альбион маркер. Вот такой вот золотой. Ну, по-моему, они были так себе, не очень. Но я их покупала очень-очень давно. Где-то, может быть, 16-17 год. На какое-то время их хватило. У меня их было несколько штук. А еще выкидываю Brush Pen X Pro Metallic. Вот этот Brush Pen очень хороший. Я его одновременно с этим покупала. Такая кисточка. Ну, здесь они уже, конечно, закончились. Но хватило очень надолго. Я делала им фоны очень много. И реально вот у меня была раскраска цветы. Она и сейчас есть формата А5. И я там спокойно делала фон. Никаких проблем, очень надолго хватило, так что качество хорошее, ну, по крайней мере, раньше было. И также в Лабиринте, видимо, заказывала Silverhoff еще синий маркер, ну, и, в общем-то, та же самая ситуация, что вот, как-то так. Поэтому избавляюсь. Ручка Crown как раз-таки такая темно-зеленая. Ну, она долго мне служила верой и правдой, потом я уже стала чернила просто выдувать и раскрашивать кисточкой. Конечно, когда раскрашиваешь кисточкой, нужно небольшое количество брать вот этого геля, чернил, иначе это будет сохнуть, ну, как говорится, месяцами. Но в целом очень хороший вариант, которым я давно пользуюсь. Выкидываю маркеры из Fix Price Metallic. Вот как раз о чем я и говорила, что хватает их совсем ненадолго, к сожалению, потому что вот раньше действительно было хорошее качество, много-много лет служили, и тоже фоны делала в раскрасках формата А5. Никаких проблем не возникало. Интересно, у меня что-нибудь сохранилось? Нет. Ну, кстати, дайте-ка я проверю вот этот вот. Все.
Ну вот еще одна пустышка, избавляюсь. Это я в 2018 году, где-то в марте покупала. Тоже такой закос под Шарпи, просто была недорогая цена, взяла набор, ну и большая часть уже была некондиционная, скажем так. Выбрасываю 3 фломастера Центропен Rainbow Kids. Нет, два фломастера. Желтый и оранжевый. Ну, тоже отслужили свое. Ну, по качеству такие были средненькие, как мне кажется. Их, ну, какие-то долго прослужили, какие-то не очень долго. Так себе. Было у меня несколько наборов. По-моему, знаете, первый был хороший, а второй, ну, качество какое-то уже такое себе. Еще вот закончилось у меня 2 вот таких вот фломастера. Это я в Фамилии покупала. Я уже даже не помню название, потому что здесь ничего не указано. Вот этот цвет был очень красивый. У меня еще один такой есть. Но вот этот подсох. Ну, у него вот здесь крышечка треснула еще. Этот не знаю, по какой причине подсох. Но тоже выбрасываю. И еще фломастер закончился школьный Кохенур. Ну, в принципе, тоже какое-то время служили. Повторять я не захотела. И следующее, что выбрасываю, это уже спиртовые маркеры. Сколько у меня их тут штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Из них 2 Мазари. 143 номер 52. И 5 штук, это я тоже на Wildberries брала. Тач. Чего-то такое. Ну, в целом. Эти более такие сухие. 67, 59, 21, 22 и 64 закончились полностью. То есть и с одной, и с другой стороны. Потому что бывает так, что я чаще всего пользуюсь вот этой частью, мне нравится. Но когда уже все он не пишет, я переворачиваю, ну, хоть что-то, чтобы доделать иллюстрацию. Но в данном случае эти маркеры уже с обеих сторон, к сожалению, высохли. Ну, заправлять я не буду этим заниматься, потому что, во-первых, надо напрячься и найти, чем их заправить, а во-вторых, я уверена, что заправка, ну, наверняка конкретно к ним нет. Я просто видела, что на Wildberries там каким-то маркером, таким же вот обычным дешевым, написано, что они типа заправляемые, но я не думаю, что к таким вот маркерам есть специальная заправка, но можно, наверное, пользоваться заправками к более дорогим маркерам, скорее всего. Хотя я не в курсе, но подозреваю, что это так. Но это получится дороже, чем вот эти маркеры, то есть проще купить. Тем более, опять же, на Wildberries, ну, они стоят реально очень-очень бюджетно. Причем они, по-моему, все бюджетнее и бюджетнее становятся, поэтому смысла нет. Ну а спиртом заправлять один раз я попробовала, и спиртом, и водкой заправляла, но как бы тоже такое себе, ничего не вышло. То есть там действительно, видимо, надо именно пигмент покупать необходимый. Короче. Да и потом, даже если бы, честно, чем-то спиртным можно было заправить, но опять же спиртное стоит сейчас гораздо дороже, чем вот эти маркеры, поэтому я не хочу этим заморачиваться, как вы понимаете. Вот. Ну, это я, знаете, те девчонки, кто и мальчишки раскрашивают ими, меня поймут. Это скорее для тех, кто, может быть, впервые на канале или не в курсе про маркеры, поэтому поясняю, что действительно в данном случае, когда они закончились, их проще выбросить. Так будет и время сохраннее, и кошелек. Ну, в общем-то, на этом можно влог
завершить. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Пока-пока.